Сегодня я расскажу вам о фантастических грузовиках и автобусах будущего, которые вы должны увидеть, а также какие технологии из спортивных автомобилей начали применяться в грузовом сегменте. Самые крутые будущие грузовики и автобусы, которые поражают воображение. Поехали! Iveco Z-Track. На выставке в Ганновере компания Iveco представила инновационный концепт магистрального тягача Iveco Z-Track, который привлекает внимание своими революционными дизайнерскими решениями и технологиями. Его кузов отличается необычными формами, а внутри футуристичный интерьер с рулем, напоминающим штурвал, и интерактивным дисплеем вместо обычной приборной панели. В автомобиле отсутствуют физические кнопки, а зеркало заднего вида заменено панорамным цифровым экраном. Этот концепт наполнен передовыми инновациями, из которых 29 уже защищены патентами. По задумке создателей, тягач должен работать исключительно на биометане, но при этом его можно заправлять и обычным сжиженным газом. Запас хода этого транспортного средства составляет впечатляющие 1367 миль. В его двигателе мощностью 400 лошадиных сил и 17 700 фунт сила-дюймов крутящего момента используется 16-ступенчатая роботизированная коробка передач PowerShift. Снижение расхода топлива обеспечивается благодаря маслу Petronas Uroni с минимальной вязкостью и шинам Michelin X-Line Energy, которые снижают сопротивление качению, позволяя сэкономить до 1/5 части галлона топлива на каждые 62 мили. Выхлопные газы преобразуются в полезную теплоту, а топливные баки с многослойной теплоизоляцией позволяют достичь рекордной дальности. Автоматика непрерывно отслеживает поведение тягача на дороге, что может означать, что в будущем водители дальнобойных машин будут выполнять роль операторов бортовых систем. Mercedes-Benz Future Bus. Концептуальный автобус, созданный на базе платформы, используемой для модели Ситара, значительно отличается от своего предшественника. Несмотря на то, что он не может похвастаться большой пассажировместимостью из-за ограниченного количества сидений, его салон представляет собой нечто совершенно новое и необычное для европейских автобусов. Просторный, светлый и воздушный интерьер делает поездки крайне комфортными. В салоне установлены два больших 43-дюймовых информационных монитора, беспроводные зарядные устройства для мобильных устройств и удобный широкий вход посередине. Однако главным технологическим достижением является система полуавтопилота City Pilot. Это решение позволяет автобусу отслеживать дорожную обстановку с помощью множества камер и радаров, а также использовать GPS для распознавания препятствий и пешеходов, автоматически останавливаясь перед ними. Также система помогает автобусу останавливаться на остановках и открывать двери для пассажиров. Максимальная скорость при активации City Pilot ограничена 43 милями в час, что идеально подходит для городских маршрутов, особенно для так называемых скоростных линий. Mercedes-Benz считает, что система City Pilot идеально подходит для таких маршрутов. На тестовой трассе автобус успешно преодолел самый длинный в Европе маршрут протяженностью 23,5 мили, включая 12 миль с 11 остановками между столицей Нидерландов и аэропортом Шипхол, а также городом Харлем. Freightliner Inspiration Truck. Inspiration Truck, разработанный на базе серийной модели Freightliner Cascadia, сохранил большую часть технических характеристик исходного грузовика, но был улучшен в плане дизайна и оснащен инновационной системой автономного вождения под названием Highway Pilot. Эта система включает в себя передний радар, стереокамеру, адаптивный круиз-контроль и активную тормозную систему. Highway Pilot не является полным заменителем водителя, но значительно облегчает его работу. После того, как Inspiration Truck покидает оживленные городские улицы, водитель может активировать систему, которая использует данные радаров и стереокамер для отслеживания поведения других автомобилей, дорожных знаков и разметки. Система автоматически поддерживает скорость потока, ускоряет и замедляет грузовик по мере необходимости, а также может подруливать на поворотах шоссе и работать в режиме старт-стоп в пробках. Однако стоит отметить, что система не запрограммирована для выполнения обгонов или изменения полосы движения, поэтому водитель все равно остается активным участником в процессе управления. Тем не менее, Highway Pilot значительно облегчает вождение в самых утомительных и монотонных условиях, позволяя водителю отдохнуть, почитать или перекусить, что способствует восстановлению сил. Владельцы транспортных компаний оценят эту технологию, так как она позволяет сэкономить до 5% топлива благодаря оптимизированной работе системы. На данный момент Freightliner Inspiration Truck официально разрешен для эксплуатации на дорогах штата Невада. Transit Elevated Bus. В Китае прошли успешные испытания нового концептуального транспортного средства – портального или надземного автобуса тип 1. Этот инновационный автобус был протестирован в городе Циньхуандао, расположенном в провинции Хэбэй. Конструкция автобуса позволяет другим транспортным средствам проезжать под ним, что может значительно снизить уровень пробок на городских улицах. Размеры автобуса впечатляют. Его длина составляет 72 фута, ширина 25,5 футов, а высота около 16 футов.
Он движется по двум опорам, которые поддерживаются на специально проложенных рельсах вдоль дороги. Предполагается, что такая конструкция транспорта сможет значительно уменьшить нагрузку на дороге и повысить пропускную способность, не сокращая пассажиропоток. Автобус рассчитан на перевозку до 300 пассажиров, что делает его привлекательным для городов с высоким уровнем автомобильного движения. Тем не менее, не все эксперты уверены в безопасности такого транспорта. Некоторые выражают сомнения по поводу возможных аварий, связанных с автобусом, особенно в случае столкновения автомобилей с одной из его опор или при аварии непосредственно под ним. Также грузовые машины с высокими прицепами могут представлять опасность для такого транспортного средства, так как они могут столкнуться с его опорами или самим автобусом. Mercedes-Benz Future Truck 2025. Грузовое подразделение концерна Daimler представило концептуальный грузовик под названием Future Truck 2025. Этот транспортный прототип оснащен множеством передовых электронных систем, среди которых выделяется система автономного управления. В Mercedes-Benz отметили, что внешний вид этого концепта может служить образцом для будущих моделей грузовиков бренда. Одной из уникальных особенностей стал дизайн передней части кабины, где предусмотрены светодиодные фонари, меняющие цвет в зависимости от режима работы. Например, голубая подсветка активируется, когда управление осуществляет электроника, а белый цвет указывает на то, что управление грузовиком перешло к водителю. В состав системы автопилота входят несколько радаров, которые сканируют пространство перед автомобилем на 118 градусов и на расстоянии до 820 футов вперед. Другой радар охватывает пространство на 120 градусов и на 230 футов. Система Highway Pilot предназначена для того, чтобы освободить водителя от необходимости внимательно контролировать поведение грузовика на скоростях до 53 миль в час. Разработчики утверждают, что грузовой автопилот уже прошел испытания в условиях максимально приближенных к реальным дорожным ситуациям. Камеры, установленные на грузовике, могут распознавать объекты на одно- или двухполосных дорогах, включая стационарные и движущиеся предметы, а также пешеходов. Эти системы способны считывать информацию с дорожных указателей и выявлять объекты в мертвой зоне на протяжении всей длины фуры. Система также предупреждает водителя о потенциальных столкновениях, например, с объектами при маневрировании на парковках или с дорожными знаками. Кроме того, вместо традиционных зеркал заднего вида установлены камеры, которые передают изображение на вертикальные экраны. Электроника также позволяет грузовику общаться с другими автомобилями на дороге и объектами инфраструктуры, предоставляя водителю информацию о дорожных затруднениях впереди. Компания Mercedes-Benz уверена, что в 2025 объемы грузовых автоперевозок в мире увеличатся как минимум на 20%. КАМАЗ Континент 54907. Российский производитель КАМАЗ традиционно не балует рынок экспериментальными моделями, но в конце 2019 года, в честь своего 50-летия, завод представил концептуальный тягач «Континент». Это модель, которая закладывает основы будущего КАМАЗов 6-го поколения. Основанная на серийном тягаче К5, концептуальная версия получила улучшенные аэродинамические элементы, матричные фары, облегченные композитные рессоры и алюминиевые ресиверы. Также на крыше полуприцепа разместили солнечные батареи для питания вспомогательных систем. Внутри салона Континента установлены большие экраны для приборов и мультимедийных систем, а сенсорный экран встроен прямо в руль. Вместо традиционных боковых зеркал установлены камеры с мониторами на стойках кабины. На первых версиях концепта были предусмотрены такие элементы, как беговая дорожка, душ, кухня и туалет. Однако в финальной версии от них отказались, оставив умывальник, чайник и мультиварку. Для контроля состояния водителя предусмотрены камеры, а встроенный электронный алкотестер не позволит завести грузовик в нетрезвом виде. Континент является гибридом дизель-R 6 объемом 2,6 галлона, сочетается с электрическим мотором и небольшой батареей. Грузовик может проехать несколько километров на чистой электротяге, что особенно удобно в зеленых зонах города. Использование дизель-электрического агрегата позволяет сэкономить до 17% топлива и снизить его расход до 5,5 галлонов на 62 мили. В перспективе концепт может быть оснащен автопилотом 3-го уровня, а также функцией автоматической парковки и полуавтономного движения в колонне. КАМАЗ планирует запустить серийное производство Континента к 2025 году. Известно, что тягач получит новую трансмиссию, разработанную международной командой инженеров-конструкторов. Bosch Vision X. Компания Bosch представила невероятно амбициозную концепцию грузовика будущего под названием Vision X, предназначенную для 2026 года. Это дизель-электрический плагин-гибрид с массой 88 200 фунтов, который компания называет умным устройством. Концепт оснащен множеством инновационных технологий, включая автономное вождение и связь с облачными сервисами, что позволяет грузовику взаимодействовать с операторами автопарков и клиентами, передавая данные о состоянии машины и местоположении в режиме реального времени.
Грузовик распознает водителя по лицу и проводит предрейсовую проверку его здоровья. После этого в систему загружаются персонализированные настройки, включая музыку, климат-контроль, положение сидения и руля, а также информация о маршруте, которая выводится на лобовое стекло в виде огромного экрана. Процесс сцепки с прицепом также автоматизирован. При подключении к прицепу на стекле выводится информация о его габаритах, температуре внутри, статусе груза и даже рекомендации по проверке состояния хрупких предметов в случае резкого торможения. Если на маршруте требуется взять дополнительную партию товаров, грузовик сам распознает подъезжающий погрузчик и открывает двери прицепа, пока водитель отдыхает и следит за процессом через смартфон. Автопилот грузовика может самостоятельно двигаться по трассе, парковаться и маневрировать на разгрузочных базах, обгонять другие машины, удерживать дистанцию и адаптироваться к изменениям в дорожной ситуации с помощью круиз-контроля и распознавания дорожных знаков. Вдобавок, система Platooning позволяет грузовикам двигаться колонной, экономя до 10% топлива за счет оптимизации аэродинамики и минимальной дистанции между машинами. Через облачные сервисы и интернет водитель может бронировать места для стоянки и парковки, а также заказывать еду и напитки. Vision X — это не просто грузовик, а пример того, как современные технологии могут улучшить логистику и повседневную работу дальнобойщиков. Hyundai HDC 6 Neptune. Компания Hyundai ориентируется на будущее, развивая водородные топливные элементы, которые должны стать основой для их концептуальных грузовиков. Одним из примеров этого подхода стал полуавтономный концепт HDC 6 Neptune, представленный в США. Этот грузовик, обладающий необычным дизайном, вдохновленным поездами Нью-Йоркской железной дороги 1930-1950-х годов, демонстрирует, как можно объединить современную экологичность и классическую эстетику. Тем не менее, Hyundai пока не раскрывает технические подробности, акцентируя внимание на внешнем виде и просторности салона. Компания также проявила решимость в реализации водородных технологий. Она стала первой в мире, кто начал серийное производство тяжелых грузовиков на топливных элементах, обогнав фирму Nikola. Первая партия таких машин, Xcient Fuel Cell, уже отправилась в Швейцарию, где они будут использоваться благодаря налоговым льготам на такой транспорт. Всего компания планирует выпустить 50 таких машин, а в 2025-м эта цифра вырастет до 1600 единиц. Топливная система Xcient включает в себя установку мощностью 190 кВт, которая питает мотор Siemens мощностью 475 лошадиных сил с крутящим моментом в 30 тысяч фунт сила дюйма. Грузовик оснащен системой с 6-диапазонной коробкой передач Allison. В 7 баках под давлением 350 атмосфер размещается 70,5 фунтов водорода, что позволяет ему преодолеть 248 миль на одной заправке. Однако Hyundai уже работает над новым тягачом, который сможет проходить до 621 мили на одном топливном баке. И концепт Neptune, скорее всего, является намеком на будущее решение с более дальнобойными возможностями. Renault OptiFuel Lab 3 и Easy Pro. Активная аэродинамика, которая уже давно применяется в легковых автомобилях и спортивных машинах, Теперь начинает появляться и в грузовом сегменте, а именно на прицепах. что является довольно новаторским шагом. Компания Renault активно тестирует такие системы с помощью своей мобильной лаборатории автопоезда OptiFuel Lab 3. В основе этой технологии лежит идея автоматической регулировки высоты крыши полуприцепа с помощью сервоприводов в зависимости от загрузки. Когда грузоподъемность низкая, крыша опускается, что снижает аэродинамические завихрения и, соответственно, уменьшает сопротивление воздуха, улучшая топливную эффективность. Но на этом инновации не заканчиваются. Помимо активной аэродинамики, в конструкции тестируемого тягача и прицепа OptiFuel Lab 3 применяются камеры вместо зеркал заднего вида, шины с пониженным сопротивлением качению, облегченные аккумуляторы, генераторы переменной производительности, маловязкие масла и рекуператоры тепла. Все эти усовершенствования должны позволить снизить расход топлива на 13% по сравнению с обычными тягачами флагманской серии Renault. Если OptiFuel Lab 3 — это проект, ориентированный на ближайшее будущее, то концепт Renault Easy Pro задуман как решение для 2030 года. Этот автономный электрический грузовик выглядит как автомобиль из фантастического фильма, но его назначение вполне земное – городская доставка товаров. Easy Pro может работать в полностью беспилотном режиме, доставляя грузы непосредственно к дверям клиентов. Несколько таких автономных шаттлов могут образовывать автопоезд, при этом экспедитор будет находиться только в ведущем транспортном средстве. Особенность этой концепции – сменные кузова, которые могут быть адаптированы для различных нужд, от фургонов до мобильных кафе. Walmart Wave.
Еще в 2014-м компания Walmart, хотя и не связана напрямую с автопромом, продемонстрировала свой взгляд на грузовик будущего, представив концепт Wave, разработанный в сотрудничестве с фирмой Peterbilt. Этот грузовик выделяется множеством инновационных решений, которые и по сей день остаются впечатляющими. Дизайн тягача был разработан таким образом, чтобы снизить аэродинамическое сопротивление на 20%, что позволило сократить расход топлива на 10%. Кабина — это по сути аквариум, в котором водитель сидит в центре, а двери имеют сдвижной механизм с электроприводом. Под кабиной находится компактный и легкий газотурбинный двигатель компании Capstone, который не производит прямого движения, а лишь приводит в действие генератор подзаряжающей батареи на 45,5 кВт-часов, питающий тяговый электродвигатель. Таким образом, Wave может работать как на чистой электротяге, так и в гибридном режиме, когда газотурбинный двигатель используется для зарядки батарей. Газотурбинный двигатель этого концепта уникален тем, что работает на воздушных подшипниках, что устраняет необходимость в масляной системе и использует практически любое топливо, от газа и солярки до биотоплива. Эта технология делает грузовик экономичным и универсальным с точки зрения источников энергии. Полуприцеп длиной 53 фута, созданный компанией Great Dane, тоже обладает интересными характеристиками. Его боковые стенки и крыша выполнены из цельных карбоновых листов, что позволило значительно снизить вес на почти 4000 фунтов. Однако использование карбона в конструкции прицепа имеет и свои минусы. Его стоимость и ремонтопригодность остаются серьезными проблемами. Вряд ли это решение станет стандартом в обозримом будущем, пока карбон не станет более доступным и дешевым для массового применения. Таким образом, концепт Wave от Walmart сочетает в себе инновационные технологии и дизайн, предлагая будущее, где грузовики могут стать более экологичными, экономичными и технологичными. К сожалению, я не нашел информацию о том, пошел ли этот инновационный грузовик в серийное производство. Но согласитесь, задумка очень хорошая. Технологии продолжают совершенствоваться, и уже сегодня мы видим, как Концепты, такие как беспилотные автобусы и грузовики, электрификация транспорта, системы автономного вождения и другие инновации стремятся заменить старые подходы и улучшить эффективность перевозок. Будущее грузового и пассажирского транспорта — это не только увеличение мощности и вместимости, но и создание более устойчивых и экологически чистых решений, что крайне важно в свете изменений климата и экологических вызовов. А теперь, друзья, я хочу сделать вам интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках. Или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании. А на сегодня это все. Всем пока.